Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать гриндер и сразу шлифовальный станок. Два в одном. То есть вот она, лента гриндера идет, вот она, тарелка для шлифования сразу. И как это самодельный, делал я его сам. Все варил, все вот эти вот приспособления. Из чего я начал? Взял обычную, вот обычная доска, обрезал, ничего сильно не изобретал. Доска береза. В общем, двигатель от стиральной машины советской. 180 ватт он, 1420 оборотов. Взял я, снял охлаждение с двигателя, убрал. И на это место вот поставил я, начнем мы со шлифовалки. Поставил я вот тарелку вот такую шлифовальную. На ней наждачка. Просто приклеена, она легко отдирается. Я ее приклеил, не стал делать на липучку. Приклеил, как мне удобно. Взял втулочку, нашел. Тут приварил гайку. К втулке это все резьба. Прикрутил. Тарелку ввинтил. И закрепил вот таким вот болтиком. Под шестигранник. Сюда одел вот резиновую. Здесь вот еще такая резиновая муфта уплотнительная. Ну, чтобы не было вот этих гаек, ничего не торчало. Натянул я, короче, эту резинку и затянул. Все стоит. Взял тоже кругляк и прикрутил тарелку. Она вибрировала. Взял, поставил дощечку, стамеску. Ее сделал ровненькой. Ну, немножко как бы подбивает. Это там в двигателе звенит. Чуть-чуть, конечно, оно есть, но в принципе нормально. И вот у меня получилась вот такая шлифовалка. Взял наждачку. Так, а наждачка, 40-ю наждачку как раз вот для шлифовки. Дерево хорошо обрабатывает. Можно точить на ней, то есть заточку вести. Можно даже топор наточить, я пробовал. Вполне удобная идея, как бы. Штука очень удобная. Сразу два в одном. Ну, тут без всякой токарки, просто я вот болты, шпильки, все вот придумал, сварил и вот получилось. Вот смотрите, сразу вот такая насадка. То есть надо поработал на гриндере, надо подшлифовал, надо, допустим, вот такой уголок, что-нибудь там подточил. Надо раз подровнять, торец ровно сделать. Я вот сюда, мне просто так удобно. Бывают моменты, когда это надо. Теперь давайте про гриндер. Ну, тут вывел провода, это, естественно, выключатель. Один провод на разрыв, выключатель. Все, включается, выключатель, кстати, тоже советский. Старый еще, старинный, 60-е годы. Взял вот уголок, все с уголка. А вот уголок, какой я уже и забыл, давно это дело было. Сейчас посмотрим. 40-й уголок. То есть это подручник, вот у меня тоже небольшой, большую площадку не стал делать, мне вот так вот удобней. 40-й уголок, тут уголок у нас 50-й основание, ну, перемычки, тут вот обычно какая-то у меня пробочка была, деревяшку поставил, регулятор ленты, деревяшка, тут пробочка. Да, обычно у нас бутылки от пятерки была. Все это на болты дело. Перемычки, болты. Ролики делал тоже самодельные. Полипропилен точил. Подшипники вставил. Тоже на этом. Без токарки делал. Вот этот ролик я там... Вот этот ролик у меня была насадка, это уже токарь делал, это, конечно, не я. На 4, этот вал 14 диаметр. Вот такую вот одну насадку только токарь сделал мне вот такую. А вот этот ролик сам я делал, вытачивал. Подшипники тоже устанавливал. Это вот петли это от двери, то есть петля. Кручу вот здесь вот эту регулятор, петля поднимается. Вместе, то есть резьба идет вперед и назад и поднимает ролик. То есть лента
либо скатывается, заходит. Пружина, чтобы ленту снимать. Вот она. Все сварил, прикрутил. Правда, долго делал, но сделал. И прикрутил к двигателю. И вот такая вот штука вышла. Это там вот это звенит. Это не поломка в двигателе. Это двигатель, он запускается без конденсатора. То есть там замыкаются контакты на валу. И он начинает работать. В общем, это в двигателе там специальные контакты размыкающие, которые запускают и размыкаются. И двигатель запускается. Он на 2 обмотки. Ну, рабочая и пусковая. Это, естественно, на 220 вольт. Ну, в общем, так. И, наверное, про гриндер описание все. Ну и сейчас мы будем пробовать и тарелку, и ленту. Сейчас мы в 2 направлениях. Включаем и начинаем точить. Лента начинает спадать. Регулируем немножко. Ну и поехали. Точим. Допустим, надо нам угол определенный, чтобы нож поострее был. Сильно тогда вот так его туда не надо наклонять. Тогда вот попрямей будет. Попрямей ставьте и точите. Теперь смотрите. Вот он подвод начал образовываться. То есть это будет ножик поострее. Но, естественно, заточку будет держать меньше, потому что подвод вот такой большой. А мы уже начали, значит точим. Вот такая заточка происходит. Лента спадает. Ну, самодельный, видите, немножко он бьет. Это естественно. Я не на токарная, только вот один ролик ведущий. Вот мы одну сторону точнули ножом. Какой угол здесь? На точке гриндер, конечно, хорошо, но вот сильного угла я не вижу. Мне бы вот так бы взять бы, ну а на ленте как я вот возьму? Вот надо иногда инструмент, чтобы угол выставить, чтобы я его видел. Или, допустим, там какую-нибудь струбцинку это уже поставить. То есть мне уголок здесь, я вот его вот, мне вот визуально его вот трудновато ловить. И вот для чего я сделал эту тарелку? Потому что когда я точу тарелкой, я вот вижу, я вот отсюда беру, вот оно, вот сейчас оператора посмотрим, вот сюда вот. Я смотрю угол, и мне уже легко, то есть точить. Для этого вот еще нам надо, чтобы вот это вот дело поймать, нам надо поставить его вот так вот. И когда я буду точить, то есть смотрите, вот он у меня между тарелкой и обухом ножа образуется угол. И я его примерно вижу, 15-20 градусов, и тут я уже не пролечу. Вот в чем плюс тарелки, почему я ее сделал. Так бы, ну а что тарелка, зачем лента, тарелка. И вот тут уже для более точной такой вот заточки вот это дело пойдет. И сейчас мы это дело проэкспериментируем. Специально поставил на угол, потому что когда веду, так-то вот прямую часть я ножа-то проведу на тарелке. А мне надо же еще обух. Тут все равно прямо не получится, надо немножко это. Поэтому нужна высота какая-то. То есть мне нужно его опустить. А стол мешает опустить. Поэтому я вот на край стола и сделал. Ну и давайте проэкспериментируем тарелку. Включаем. И поехали. Выставляю нужный угол. И поехали. И вот я все прекрасно, друзья, вижу. Посмотрели, видели? Сразу пролетел уголок. Потому что угол соприкосновения маленький. Тут совсем, вот сейчас выключу, покажу еще. Угол, видите, соприкосновения. Трение намного больше здесь. Вот здесь вот маленький. То есть
Мне проще, он на кромочку действует. Тут можно очень сильно это, если зазеваться, кромка пролетит. Здесь-то что, площадь большая тут. Вон, точи как это, в чистом поле косой. Поэтому тут маленькая площадь. И поэтому надо тут быть очень осторожно точить. Но заточится намного быстрее, чем здесь. Потому что площадь маленькая. На кромку действует маленькая площадь и большие обороты. Давайте дальше продолжим. Вот в чем тарелка идет. Вот теперь смотрите, разница. Вот тарелка. Вот она. Видели? Кромка. Я только 2-3 раза провел, она четкая, потому что площадь маленькая, площадь заднеместия маленькая, я его быстро прогнал, она наточилась. И смотрите, гриндер, разница. Вот здесь площадь большая, широкая, вот кромка. И вот она тут площадку большую берет. И вот выбирайте для себя, что вам лучше. Подольше и площадь большая, и ну тут уже сложнее пролететь. Площадь большая, то есть точить будете дольше. Здесь будете точить быстрее. И вот площадь маленькая. Ну вот в чем разница. Вот для чего я это все делал. Ну вот, наверное, в этом видео я вот что и хотел вам рассказать. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего времени суток. До свидания.